Здорово! Сегодня у меня на обзоре самые патриотичные наушники в мире. Это Яндекс.Дропс. И для TikTok, YouTube Shorts юзеров, которым за 1 минуту видео важно узнать, стоит ли их брать или нет, и получить всю самую важную информацию, все зависит от ваших взглядов. И не политических. Ну то есть вам нужно подумать, зачем вам нужны эти наушники. Скорее всего у вас уже есть беспроводные маленькие наушники типа AirPods, Samsung, Xiaomi. И в таком случае брать эти наушники, чтобы пользоваться ими как основными, не стоит. Единственное, что они вам могут дать, это крутую экосистему от Яндекса, внутренний искусственный интеллект уровня ChatGPT 2022-2023 года. Но в целом все равно приятно получить хоть какой-то искусственный интеллект в наушниках, потому что на моей памяти никто такого еще не делал, даже из зарубежных производителей. И давайте так, если вы, наш слон, поддерживаете Россию, не пользоваться этими наушниками, это как минимум грех и предательство Родины. Ни одна мразь не доживет до завтра. Я правлю в могилу стольких, скольких смогу. Но давайте отойдем от шуток в сторону, сделаем небольшой круг и вернемся к ним обратно. Зачем вам эти наушники? А точнее, что они могут вам предложить? Поскольку, скорее всего, все, кто смотрит это видео, зажратые пользователи, пользующиеся Яблоком, Samsung, Xiaomi и остальными наушниками, которые и так предлагают просто широченный интерфейс. Особенно если вы юзер Apple или Samsung. Вам тут и анимации, и экосистема, и все, что вам нафиг нужно. А здесь наши заурядные российские наушники. Но не тут-то, блять, было. Команда Яндекса, как обычно, сильно постаралась и очень удивило в целом меня и общественность. Сейчас я об этом, кстати, и расскажу. Во-первых, то, что могут предложить вам наушники, это неплохой, настраиваемый эквалайзером потребительский звук. Профессионального чего-то вы от них не получите. Это маленькие наушники для того, чтобы слушать на улице музыку. Но для потребительского уровня звук прям прекрасный. Я сравнивал их со своими Самсунгами, сравнивал с AirPods'ами. Неплохо. Конечно, можно было бы и лучше, но как минимум давайте сделаем скидку на то, что это первые наушники от Яндекса. И вообще их телефон, который они выпускали в 19-18 году, просто конкретно обосрался. А наушники получились вполне себе неплохие, раз много было предзаказов, много кто хотел это попробовать, и я в том числе. Я заказал их на момент, когда их еще нельзя было купить в магазине, только через Яндекс.Алису. Из коронных фишек наушников это искусственный интеллект и память внутри наушников. То бишь, если вы, дай бог, забыли номер своей бывшей, она вам его обязательно напомнит. Если серьезно, можно туда записать какие-то интересные заметки, когда у вашего ребенка день рождения, а то все отцы до сих пор думают, что их ребенок в 6 классе, а по факту он уже преподает. В плане того, как можно управлять музыкой, супер круто, прикольно, удобно, как обычно это сделано на наушниках. Точно так же это работает на AirPods'ах. 2 свайпа скипнуть трек, 3 свайпа начать трек сначала, 1 свайп поставить на паузу. Как разработано приложение, кстати, оно, да, есть. Но есть тут вот одна небольшая, точнее гигантская загвоздка. Приложение работает только когда оно открыто. То есть, если вы пользователь айфона, где вкладки постоянно выгружаются из памяти, вам нужно будет постоянно заходить в это приложение. И на самом деле это сильно бесит. Я, к примеру, иду по улице, забыл включить приложение Алиса. Мне резко нужно узнать, где на Китай-городе пожрать. И она мне выдает: включи приложение Алиса, чтобы со мной общаться. То есть, неприятная ситуация, вам она точно не понравится. Получается так, что со временем я особо и перестал включать этот искусственный интеллект, заходить в это приложение Алиса AI, ну и просто начал слушать музыку как обычно. Неплохая функция, ей можно попользоваться, покекать, типа лол, искусственный интеллект в наушниках. Это свэг, ребята, это свэг. А потом как бы
Ну хуй забить. Коробка, кстати, от наушников классная, упакованы они прикольно. Сунули наушники, как обычно, по всем тенденциям мировых технологий, просто в коробку дерьма, сделанную из какого-то разлагающегося материала. Я даже кинул ее в ванну, и, естественно, оно просто растворилось. Вот, собственно говоря, в чем лежат наушники Яндекс.Дропс. На вид самое просто омерзительное, разлагающееся дерьмо, экологичное. Грета Тунберг. Отпускаем. Так вот ее, блядь. Что-то спиздел я, похоже. Ну, неплохая такая половая тряпка. В целом было приятно получить в комплекте Type-C-шник, амбишуры. Подключаются они тоже прикольно. Естественно, все происходит в приложении Alisa AI. Естественно, Evlom это все не поддерживается. Естественно, все на костылях. Иногда ловишь рассинхронизацию, то есть один наушник работает, второй не работает. Короче, наушники получились очень неплохие, довольно специфичные. Ставлю 7 ФСБшников у тебя в Алисе из 10. Кстати, о ФСБшниках. Она может отслеживать местоположение, но если вы коренной житель Москвы, вам это не особо пригодится, потому что вы всегда находитесь в Шереметьево по дефолту. Ну и напоследок резюмируем, стоит ли брать эти наушники или не стоит. В качестве экспириенса великолепная история, можете попробовать, попользоваться. Много прикольных фишек, которых нету ни в одной технике в России, только Яндекс подобное делает, и в целом единственная достойная компания в России. Можно всерьез воспринимать искусственный интеллект внутри этих наушников. Сейчас он пока что мнимый. Он присутствует там в качестве просто фишки. То есть это прикольный маркетинговый ход. По факту для обычного пользователя это просто useless тема пока что. Сейчас это прикольная фишка, но никак не козырь этих наушников. Есть много вариантов наушников, которые звучат чуть-чуть лучше, но стоят при этом кратно дешевле, чем эти. Но сейчас брать Яндекс.Дропс не в качестве эксперимента довольно сомнительное решение. И пользоваться именно по стоянке, конечно, можно, но есть более комфортные варианты. Особенно если вы Apple-дрочер, любите анимации, вот это все. Покупайте наушники Apple под телефоны от Apple. Покупайте наушники Samsung под телефоны от Samsung. И ни в коем случае не лезьте в эти дебри, потому что пока не появился новый Яндекс.Фон, красивой, крутой экосистемы оптимизации наушников вы не увидите. Всем спасибо, до свидания.